Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема расклада и его реальные действия в вашу сторону. Рассматривать мы будем немножко необычным способом. Здесь нет сигнификации. Так, смотрим. Что он думает о вас? Кому подойдет, подойдет. Если вы попали на этот расклад, значит, для вас здесь есть подсказка. Но кому не нравится смотреть расклады без сигнификации, значит, просто переждите сегодняшний день. Сегодня выйдет два расклада, и оба они будут у нас именно такими. Итак, смотрим дальше. Что он думает? Его реальные действия. Загадайте сроки на действия. Его реальные действия. Кстати, завтра будет у нас расклад на декабрь. Начнем с личной жизни. В субботу выйдет мое будущее в декабре. А на следующей неделе 4 королевы, события декабря. И на следующей, кстати, выйдет также мое будущее этой зимой. Так что готовьтесь. Так, смотрим дальше. Итог его действий, к чему они приведут. Будете ли вы довольны тем, как проявил себя партнер-партнерша? Кстати, мальчики, переворачивайте. Этот расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. А я знаю, что у меня 10% на канале мужчин. Я очень извиняюсь, что я всегда читаю со стороны женщин, но, к сожалению, я так привыкла, и мне так намного легче считывать поток, чтобы не упустить информацию. Итак, расклад состоялся, вы можете определиться каждый со своей позицией, а я просто проверю, ровно ли у нас все. Да, вполне. Можно приступать. Итак, первый вариант. Что он думает о вас? Угу. Прекрасные мысли, прекрасные чувства, прекрасные планы. Честно могу сказать, во исполнении его мечты. Вы то, что человек ждал уже давно. Вы то, что на самом деле может, просто дать ему возможность раскрыться, влюбиться, наполниться счастьем. Ведь мужчины, они тоже ищут счастье, они тоже ищут любовь, и они ищут искренность в женщине. Почему? Да потому что каждый человек в этом нуждается. Что мужчины, что женщины. Вот здесь мужчина нашел свою мечту. Если меня смотрит мужчина, имейте в виду, что женщина верит в то, что вы ее счастье, что вы сможете дать ей возможность осуществить те мечты, которые она длительное время хранила в своем сердце, носила в своем сердце, и вот пришло время реализовать их именно с вами. Прекрасные мысли, что со стороны мужчины, что со стороны женщины. Картами расширения возможностей. Кстати, здесь человек хотел бы от вас детей. Здесь человек видит с вами стабильность, прочность, длительность. Кстати, если вы уже семья, здесь человек думает о том, как бы мне помириться с этой женщиной, или с этим мужчиной, да, чтобы ему предложить, как бы начать разговор. То есть здесь человек терять вас не намерен, и он уже в мыслях держит действие к вам. Поэтому готовьтесь, здесь я вижу, что Паш Кубков говорит о том, что у кого-то может проиграться или в момент просмотра расклада человек проявится, или в течение недели. Поэтому здесь намерен человек мириться, наладить контакт, найти с вами общий язык. И, кстати, между прочим, вот на кого вы смотрите, этот человек готов вам уступить. То есть пойти на ваши условия. Почему? Да потому что для него важно сохранить ваши отношения и все-таки начать их развивать, чем просто топтаться на месте из-за своей гордости. То есть человек готов переступить через свою гордыню. Ну что, смотрим дальше. Действия человека в вашу сторону. Карта мир на карту мир. Да мириться он бежит уже, конечно, посмотрите.
Ну, конечно, человек выходит из бездействия, человек на самом деле. Единственное, что он сейчас обдумывает ситуацию, каким именно способом пойти в вашу сторону. Что именно вам предложить? Двойка жезлов – это когда у человека есть два варианта. Или может быть проявиться прямо здесь и сейчас, или может быть проявиться через там дня 2-3. Почему? Потому что он все-таки надеется на то, что вы сами сможете как-то, знаете, начать активничать и возвращать его в отношения. Но здесь просто у человека, конечно же, ситуация, которую бы он хотел выиграть, да, почему? Потому что он император. Есть еще гордыня, которая им управляет, но все-таки мужчина готов действовать. Он готов проявиться, он готов появиться, он готов помириться и уступить. Ну-ка, давайте посмотрим, проясним только двойку жезлов. Но император говорит о том, что ну я же мужчина, или я же правда. Вот есть такой какой-то червячок, который не дает ему возможности начать действовать прямо здесь и сейчас. Все-таки какая-то надежда. Может быть, все-таки желание, да, что сделаете вы первый шаг. Ну, конечно, надеяться на то, что вы проявитесь. Королева жезлов. А может быть, мне еще чуть-чуть потерпеть, и она проявится. А может быть, мне не торопить события, и она появится. А если вы не появитесь, ну, он проявится, карта маг. Это просто такая маленькая, небольшая манипуляция для того, чтобы выиграть время и для того, чтобы все-таки сохранить свою позицию. Кстати, здесь мужчина еще надеется. Ну, если проявится она, то мне, может быть, не нужно будет так напрягаться, да, или соглашаться на все, что она от меня требует. Почему? Потому что если проявлюсь я, то мне придется согласиться на все ее условия. Ну, то есть здесь блефует мужчина, блефует. Так что, девчонки, терпите. И, как говорится, если меня смотрят мужчины, терпите, она проявится. Что получится из этих действий? К чему приведет? Ну, к чему? Выход из бездействия, тройка жезлов, построение новых планов, любовь, морковь, создание пары, понимание, что человек вас любит, что вы важны для этого человека. Кстати, здесь идет уже переход на какой-то новый этап в вашей жизни. Тройка жезлов – это то, что вы не могли получить, но что вы планировали и что вы хотели, да, не реализовывалось. Вот сейчас пришло время все-таки насладиться. Здесь человек получает то, что хотел. Человек понимает, что его любят. Человек осознает, что эта пара, эти отношения важны для вас обоих. И они на самом деле ведут вас к прочности. Единички, прекрасный расклад. Я вас поздравляю. Я хочу, чтобы с вами это проигралось как можно скорее. Сроки здесь вы, я надеюсь, загадали. Если нет, я вам уже сказала, что человек проявится максимум неделя. У кого-то может прямо здесь и сейчас проявиться во время просмотра расклада. Обычно мои расклады так и действуют, что вы смотрите, и мужчина тут же вам пишет или же звонит. Особенно на личных консультациях у меня так часто бывает. Девчонки знают. Да, напишите, у кого так было. Итак, смотрим дальше. Не забываем про обратную связь. Для меня она очень важна. Я вам очень благодарна за те комментарии, которые вы мне пишете, их все читаю. Вот все, и хорошие, и плохие, читаю все. Переходим к двоечкам. Второй вариант. Его реальные действия, но начнем с его мыслей. Что он думает сейчас о вас? Мечтает, фантазирует. Но да, здесь явно показывает, что мужчина пытается себя оградить. Мужчина чего-то боится, мужчина чего-то опасается. Мужчина боится сделать ошибочный выбор. Или же предложить вам то, от чего вы явно откажетесь. Да? Ну, то есть предложить то, что вас разочарует, вызовет сомнения. Какие отношения сейчас между вами? Да никакие. Здесь человек не оправдал ваших ожиданий, заставил волноваться, беспокоиться. Здесь человек явно предал то, на что вы возлагали большие надежды. То есть здесь мог он повернуться совершенно другим лицом, снять маску, да? Ну да, здесь по второму варианту
При знакомстве мужчина один, при развитии отношений оказалось, что это совершенно другой человек. То есть вы посмотрели на него совершенно другими глазами. И то, что вы о нем узнали, вызвало в вас кучу сомнений. А что мужчина думает о вас? Он прекрасно понимает, что он раскрылся не с очень позитивной стороны. Что где-то себя не сдержал, или где-то он себя повел неправильно. Что он на самом деле совершил большую-большую ошибку. И теперь вернуть ваше доверие будет непросто. Да потому что ни один мужчина, как говорится, да, не должен так поступать с женщиной. И ни одна женщина этого не простит. Ну, конечно, если у нее там вообще не заниженная самооценка ниже плинтуса. Но мужчина все-таки хотел бы с вами помириться, попытаться все-таки наладить отношения. Но он боится, что, во-первых, вы его забыли, и что у вас уже другие отношения, и что вы уже вкладываетесь в свою личную жизнь, вы счастливы, довольны. И рядом с вами есть человек, который исполняет все ваши желания. Ну, то есть он считает, что он уже поздно придет. Все-таки давайте смотреть действия. Загадайте, пожалуйста, сроки на действия. Кстати, сегодня на канале выйдет еще один такой же расклад без сигнификации. Поэтому ждите, проверяйте. Так, его действия. Вы знаете, ну какие здесь действия? Мужчина берет телефон, пишет сообщение и тут же его стирает. Вот его действия. Поэтому до вас это сообщение, скорее всего, не дойдет. То есть он испугается в самый последний момент, что его не примут, что его не поймут, или что его сообщение не нужно. Ну-ка давайте поясним. Все-таки. Видите, тупик, как будто бы он сам себя в тупик и сам загоняет себя в какие-то страхи, опасения. Все-таки паш мечей. Хотя, видите, еще вторая попытка будет. Через какое-то время мужчина, кстати, проявится еще раз. То есть загаданный вами срок. Вот загаданный вами срок. Честно могу сказать, мужчина вам пишет сообщение, тут же его стирает, и это сообщение до вас не доходит. Но через какое-то время, подождав немного, он понимает, что лучше попробовать прояснить ситуацию и понять вообще, ждете ли вы его, или что вы о нем думаете и так далее. И он попытается все-таки связаться с вами. Мужчина появится, но не в тот загаданный срок, который вы определили для себя. Придется немножко потерпеть. Смотрим, к чему приведут эти действия. Но здесь нерешительный мужчина. Король, королева пентакли. Пауза. Вы знаете, если вы все-таки решитесь дать ему шанс, эти отношения могут привести вас к серьезным, стабильным отношениям. Почему? Потому что мужчина появится именно тогда, когда он будет четко для себя осознавать, что он готов вам предложить серьезные отношения, что он готов вступить в эти отношения, что он готов развивать и работать эти отношения. Понимаете? Как будто бы мужчина пока еще не готов. То есть для него эти отношения на данный момент не должны быть каким-то продолжением его жизни. То есть мужчина, скорее всего, ищет что-то легкое. Мужчина ищет то, что не заставит его менять его жизнь. То есть он не хочет менять свою жизнь. А вы ему дали отворот-поворот, и он прекрасно понимает, что эта женщина, она достойна серьезных отношений. Поэтому вот действия в вашу сторону, в загаданный вами срок, почему он сотрет это сообщение? Да потому что на тот момент он будет не готов к серьезным отношениям. Но проходит время, он понимает, нет, с этой женщиной я готов на серьезный шаг в жизни. Я готов изменить свою жизнь. И он вам пишет и предлагает сразу же стабильные, нормальные, здоровые отношения. И, между прочим, если вы согласитесь, вы подумаете, да. Но если вы согласитесь, вас ждет статус королевы пентаклей, то есть жены, хозяйки его дома, совместное проживание. Кстати, здесь у кого-то прям конкретно идет предложение. Давай жить вместе.
Давай совместно проживать. То есть он конкретно идет уже именно с таким предложением. Так что ждите. Если для вас это актуально, вы знаете, что вам ждать. Не торопите события, не подталкивайте мужчину. Почему? Потому что ему нужно созреть для этого. Ему нужно созреть. А пока он находится в трансформации, дайте ему время, отпустите поводок, притяните попозже, девчонки. Никуда он от вас не денется. Ну что, ставьте лайки, пишите комментарии, мы обязательно увидимся в следующих эфирах. А сейчас мы переходим к третьему варианту. Итак, его реальные действия. Что он думает о вас на данный момент? Ой, между нами все кончено, она ко мне холодна, все. Он не верит, что эти отношения можно сохранить. Она мне не доверяет, она от меня отвернулась, мы расстались, и между нами ничего не спасти. Вот о чем думает мужчина на данный момент. Пятерка пентаклей, все, это конец. Тройка мечей, это расставание. Королева меча, она меня больше не любит, она меня не хочет, и для нее я просто исчез. Здесь расставлены точки. Если честно, мужчина не надеется на то, что ему можно будет вернуться в эти отношения. Минутку попью воды. Но мысли негативные. Давайте посмотрим действия все-таки. Колесница. Угу. А вот здесь, как ни странно, действия будут очень активные, очень неожиданные. Действия, которые на самом деле мужчина сам от себя не ожидает. Ну, то есть прям вот конкретно, да, вот сижу, не верю в то, что здесь можно что-то сохранить, что-то восстановить, что-то спасти. Но не верит мужчина. Вот конкретно он уже расстался с вами, расставил все точки, как говорится, и уже пытается забыть то, что между вами было. Но здесь или какая-то неожиданная ситуация, которая вас воссоединит. Кстати, еще здесь могут быть отношения, где вы на расстоянии. Ну, то есть вы прям далеко друг от друга, и на данный момент нет надежды на то, что вы можете встретиться. Но судьба здесь подарит вам шанс. То есть мужчина сможет организовать поездку неожиданно, кстати. Это как подарок судьбы. И он появится у ваших дверей. Вот прям конкретно. Еду, как подарок, открываешь дверь, да, я там стою. Неожиданное появление, неожиданное проявление. Если вы поругались, расстались, то мужчина решит все-таки активно действовать, спасать ситуацию, попытать еще один шанс, да, возможность получить от вас все-таки простить его. И мужчина будет действовать очень активно. Кстати, придет с каким-то подарком, с каким-то предложением. Что-то будет выяснять, но здесь прям активно. И, кстати, он может на что-то решиться. Очень неожиданно для себя. Давайте посмотрим, к чему приведут эти действия. Но женщина прям здесь стоит на своем. Угу. Тройка мечей. Вот я говорю, здесь все-таки женщина даст ему шанс. Маленький, небольшой, но все-таки даст. Вот честно могу сказать, неважно, кто меня смотрит сейчас, мужчина или женщина. Вот здесь у женщины кончилось терпение, поэтому, мальчики, здесь немножко прислушайтесь. У нее кончилось терпение. Почему? Да потому что она здесь не получает никакого ресурса. Она вкладывается, она пытается спасти эти отношения, она пытается их развивать, а взамен ничего. То есть отношения стоят на одном уровне. И вот здесь ваше появление, ваше проявление, она все-таки воспринимает как попытка все-таки перейти на новый уровень по жезлов. Поэтому следить она за вами будет тщательно.
за всеми вашими действиями, за тем, что вы пообещали и то, что вы собираетесь сделать. То есть я не вижу, что здесь женщина прям расслабилась, да, и на шею побежала, кинулась мужику. Нет, она даст вам возможность продемонстрировать то, что вы ей пообещали. Поэтому к чему приведут эти действия? А к тому, что вам, мужчины дорогие, придется доказывать женщине, что вы ее не обманываете, и что вы направили все свои силы на то, чтобы доказать, что вы ее любите, что вы готовы меняться, что вы менять готовы свою жизнь, отказаться от каких-то привычек ради нее, уступить где-то, пересмотреть свою жизнь как-то и так далее. Так что здесь новый шанс. Этим отношениям дается новый шанс. Но эти отношения под прицелом у женщины. Она четко может отрубить эти отношения, если мужчина ее очередной раз разочарует. И сразу могу сказать, если мужчина ее разочаровывает очередной раз, эти отношения будут разрушены раз и навсегда. Второй попытки здесь не будет. Ну что, удачи вам, всего вам самого хорошего. Ставьте лайки. Сегодня, кстати, выйдет еще один коротенький расклад, такой же без сигнификации. Поэтому ждите. Все, пока-пока, ваша Елена.